Итак, сегодня на обзоре таксопарк Такси Хайп, который действительно является лучшим таксопарком России. Ему доверились уже очень многие водители и не пожалели. Конечно же, это моментальные выплаты, быстрое подключение, огромные заработки, круглосуточная поддержка, да и вообще кармически правильная установка, которая позволит тебе, мне и всем, кто с нами, заработать невероятное количество денег, которое останется потом только придумать, куда потратить. Поэтому переходи по ссылочке в WhatsApp внизу, мы всех подключим очень быстро, и будет тебе счастье и море бабла. Здравствуйте. Здрасте. На Курлянскую, да? Ага. Да, конечно. Чего вы спрашиваете? Звоните. Алло. Дома все в порядке? Хорошо, где-то через полчасика буду уже. Что опять случилось? Что опять она сделала? Зачем? Так, я скоро буду. Полчаса, где-то 20 минут примерно. Хорошо. Что купить? Так, что еще? Хорошо. Да, все хорошо. Все, возьму шоколадки вам. Что еще нужно взять? Фрукты. Арбуз я не понесу, нет. Нет. Все, давайте, скоро буду. Арбуз. Меня тоже просят дети периодически в очень неподходящие моменты купить что-нибудь, вот, ну, назовем это арбузом. Что-то такое, что, ну, вот прям совсем неподходящее. Ну, вот, как-то они чувствуют, что ли, вот эти все тематики. Там, ну и дети есть дети, как бы. Не, они прекрасно Дети? знают, что я с работы. Да, дети. Просто они дома одни сидят, не знают уже, что придумать. То мяч, то арбуз. Сейчас я после работы арбуз понесу. Так, а может, мужа напрячь на эту историю? Нет, у нас нету, к сожалению, мужа. Муж объелся груши. У нас популярный фрукт для мужчины в России. Груша. В статусе мужа очень много объедаются этих груш и отскакивают. Ну вы как? Не унываете? Унываете, что как? Постоянно... У меня много знакомых матерей-одиночек. Вот. Всем непросто. Вот. Многие уже сдались, так скажем, живут ради детей. Ну, условно говоря. Вот. А другие еще пытаются залезть на Олимп семейного счастья. Сколько у вас детей? Две девочки у меня. У меня тоже двое. Ну вот, видите, я, если вы одна, я понимаю, что это непросто. Ну, прям реально понимаю. Это... Блин, я даже, честно говоря, я пытался моделировать ситуацию, но мне, видимо, сложнее, потому что я мужчина, да? Я же многое в каких-то бытовых моментах с детьми проходит мимо меня, да? Ну, понимаете, о чем я, да? Тем более, это у меня две девочки, они... Ну, мы разнополые, да, и много что на себя там жена берет. И я вот, если моделировать ситуацию, там, что я остался один с детьми, там, жена, не знаю, уехала куда-нибудь, или там, не дай бог, заболела, или еще что-то, и я вот остался один с этими двумя, или ушла от меня, доставив мне детей, и я остался один с этими двумя детьми, я реально понимаю, что я, не знаю, как сказать, зашьюсь. Ну, то есть, хреново мне будет, видимо, явно. Поэтому я
вас понимаю прекрасно. Так, а это еще, видите, у нас функции распределены, да? Жена не работает, занимается детьми, а я работаю. То есть, а тут-то получается, что мне нужно будет и ее функции на себя забрать, как вы забрали, я так понимаю, на себя. Отец помогает вам? И мама, и папа нет, папа не помогает. Ну вот, папе, видите? ни бабушке, никому нет. То есть, и финансово тоже папа не помогает. Нет. Ну, это... Повезло вашей жене, в общем. Блин, я даже... Наверное, да, если учесть статистику, да, что у нас все-таки разводов катастрофически много, то, наверное, ей повезло, что мы вместе, да, и что она еще и не работает. То есть у нее много таких точек везения. Ну да, повезло, что не работает, потому что я так думаю, что если бы я не работала, больше бы времени с детьми проводила. И, может быть, меньше... Хочется и свою личную жизнь устроить. Я прекрасно вас понимаю. Потому что папа как-то у нас исчез, и все, с концами. А новый пока не появился. Новый пока не появился, но просто еще такой возраст у детей, что нужно ему по максимуму и себя вроде бы отдать. Не забыть, что ты и мама, и не забыть, что ты женщина. В общем, все тут вместе. Да, потому что потом будет, я просто это понимаю, в том числе, что если у меня если появляется возможность, то я, например, не отдыхаю, а наоборот занимаюсь семьей. И многие удивляются, знакомые, что откуда столько силы и энергии, когда ты приходишь, типа, замученный с работы, ты еще пытаешься с ними там как-то играть, гулять или еще что-то. Но я всем объясняю, что вы поймите, что других возможностей не будет, а когда дети вырастут, связь потеряется вообще нафиг. Ну, понимаете, о чем я, да? Конечно. То есть будет разрыв такой, что они тебя не видели особо, да, там, был какой-то дядька, который там, платил за все, да, но по факту... Или мама там с кичкой на голове. Да, спасибо, да, и все. И они отскочили, все, эта связь разорвалась, и потом будет такой осадок внутренний, не у детей причем, а у тебя. Будет внутренний осадок, что ты что-то неправильно делал. А все на самом деле просто. Надо быть интересным ребенку и уделять ему время просто. Вот и все. Понятно, что я сейчас совершенно своей колокольни это говорю. Вам гораздо сложнее. Я вообще в этом плане... не то чтобы близко к сердцу воспринимаю, но это такой момент очень, то есть на фазе любви и, как не знаю, даже производства детей настолько стираются, как сказать-то, какие-то стратегические мысли о будущем, да, что люди и периодически легкомысленно к этому относятся. То есть им кажется, что, например, вот это счастье, любовь, страсть, она будет всегда. Они не понимают, что это на самом деле семья, это вторая работа, и всем надо в ней работать. Но это правда. Так же, как и в отношениях, конечно, в отношениях надо работать постоянно. То есть про вас ничего не хочу сказать, да, не знаю, что там как, но есть такое, эти разрывы, да, когда... чувство, что я в чем-то виновата всегда. Либо я плохая мать, либо я плохая была жена, что муж ушел. Я про это же. И каждому, конечно, так говорит, что мужа нету, там, объелся груш. На самом деле, как бы я вроде бы хочу пошутить, а с другой стороны... Не до шуток. Такая, да, и не до шуток, да. И вроде бы и сразу себя чувствуешь ущербным каким-то. Что-то я ему не додала. Так, все будет хорошо у вас. Стараюсь. Хотя, с другой стороны, да, много одиночек, на самом деле. Знаете что? Можно я остановлюсь на секунду? Не на заправке, а вот здесь. Мне буквально несколько минут надо, я в магазин скачу, пожалуйста. Вот сюда. Так, вообще можно? Я буду одна здесь? А что? Смотрите, это на самом деле, правда, мне очень нужно. Это я очень быстро. Я даже не буду ожидания ставить, очень быстро. Мне буквально, я машину глушить не буду, ничего. Есть 10 минут у вас, это правда очень нужно. Хорошо. Хорошо? Спасибо вам большое. Так, я все. Спасибо. По-моему, я совсем не буду долго. Все. Да. Едем. Я просто переживаю, чтобы они там не накосячили дома. Да, они такие. Да? Они же не самостоятельные, да, но есть такое. Так, сейчас я лучше только объеду. Нам ехать осталось 1,5 минуты.
Так что не переживайте. Все будет хорошо. Надо, во-первых, верить в хорошее. Во-вторых, надо все-таки, я сторонник теории, что, как я уже сказал, всему свое, я здесь сказал, не сказал, неважно, что всему свое время. И, возможно, ваше счастье еще впереди. То есть не надо упираться в то, что там искать с компасом, где там мужчины достойны. Время найти, нужно же еще денег заработать. Да, согласен с вами. Надо, да. Время это вообще то, что больше всего не хватает. Да, это самый ценный ресурс на самом деле. И они, конечно, детишки, я очень люблю детей. Конечно, я благодарна Богу, что у меня дети. Я всегда мечтала о большой семье, но, к сожалению, семья, как получается, все равно неполноценная. Как бы стараюсь еще и детям передать, что семья все-таки состоит из мамы, папы. Так, мы приехали. Смотрите, у вас безнал. Я даже не забыла. Да, Ой, да. не забыла, не заметила. Так я и говорю, все нормально. А как вас зовут? Спасибо. Светлана. Свет, у меня к вам, не знаю, просьба. Там сзади пакет. Я купил вашим детишкам всяких там сладостей. Господи. Конфеты, шоколадки, всякие пироженки. Да вы вот. что? Серьезно. Да Смотрите, нет. тихо, спокойно. У меня неделя добрых дел, видимо, так получилось. Вот. Вы не смущайтесь. Для меня это не проблема. То есть это не, скажем так, если я буду возить людей бесплатно, меня сожрут остальные таксисты. Потому что ко мне в свою очередь. Но я могу из, там, скажем, тех моментов, которые мне послала Вселенная, сделать приятное кому-нибудь другому. А мне хоть спокойно, все хорошо. Вам не нужно. Сейчас дети, представляете, как порадуются? Вам в магазин не надо заходить. Я уже все купил. Я не потратил много денег относительно тех, скажем, возможностей. Я чувствую виноват. Не надо, спокойно. Сейчас вы должны не чувствовать себя виноваты. Я плохо выгляжу. Да, представьте, вы прекрасно выглядите. На самом деле, я говорю, у вас все будет просто отлично. И для того, чтобы вам создать настроение и вашей семье, вообще детям, я решил сделать такой вот... Видите, не для себя бежал. Так что простите меня и не ставьте мне... Я, конечно, позлилась немножко, что Не ставьте мне плохую оценку. Я напишу отзыв. Не надо. Не надо, да не надо, чё, не надо. Просто, знаете как, будете есть сладкое, подумайте обо мне, и мне зачтется просто это, хорошо? Ладно, Так, подождите, стойте, давайте я вам сейчас... А вас-то как зовут? Меня зовут Евгений. Очень приятно. Да, сейчас, подождите. Спасибо. Тут, короче, у меня то, что мои любят, это соломка всякая, тут шоколадки, короче. Они будут рады. Да, спасибо вам. Спасибо большое. Ой, донесете аккуратно? Неожиданно. Не арбуз, конечно, Не арбуз, арбуза да. не было, не было арбуза. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы такая замечательная, хорошей дороги. Спасибо, счастливо, до свидания. До свидания. Вот такие моменты хочется сказать, какой же я хороший парень. Но я это делаю не для того, чтобы сказать хороший парень, а для того, чтобы, как я уже говорил, где-то сбалансировать хорошее в противовес плохому, которого в нашей жизни, к сожалению, до хера. Просто, чуть руку себе не поцарапал. До хера просто вот этой вот блевотины, которая каждый день нас окружает. Хочется разбавлять ее какими-то добрыми делами. Тем более, что есть возможности. Не надо, я не сторонник того, чтобы снимать последние штаны. Не экспериментируйте с этим, если у вас есть такие же потребности. Если есть просто возможности с какого-то там достатка, лишки и так далее, помогайте. Если нет, не надо. Не заморачивайтесь, пожалуйста. Я все сказал? Я все сказал. У меня... Видимо, есть вот на этой неделе какая-то потребность. Я становлюсь старше, я становлюсь мягче. Прям вот реально. Становлюсь мягким, примягким. Хотел сказать, как говно. Но, видимо, все-таки, судя по поступку, я не такое уж и говно. Мягким становлюсь. И хочется, чтобы злости было, и вот все это негатива было все меньше и меньше. Наверное, старею. Наверное, я буду хорошим дедушкой. Я буду сажать внуков к себе на колешку и говорить, а сейчас так вытаскивать челюсть вставную, класть стакан и говорить, а сейчас я вам расскажу, дети, свою очередную супер историю, супер хидную. И внуки такие будут, дед, да хорош ты, дай лучше по косарику, и мы пойдем в магазин, сбегаем за шоколадками. Я скажу, вот, дети, вам от меня, что-то меня поперло уже не в ту степь. Ладно, все будет хорошо. Я уже сказал этой девушке, и все будет хорошо у вас, и у нас, и у всех. Просто жизнь наша такая. Полоска белая, полоска черная, а потом джекпот. Я пошел работать. Надо
отрабатывать печенюшки и сластюшки. Пока-пока. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши.